Друзья, это новый супер быстрый спам-билд для охотника на демонов с сущностями пекла 8. Этот билд идеально подходит для PvE на максимальной скорости, и в нем используются умения с автоатакой. Он идеально подходит для фарма ресурсов как в открытом мире, так и в подземельях. Он отлично чувствует себя как в авангарде, так и в пределах бездны. Кстати, именно сейчас вы видите его в пределах бездны. Более того, я с ним бегаю и порталы ужаса, и он тоже показывает себя там очень хорошо. Главная фишка этого билда — это постоянные рывки и автоатака. За счет рывков я не только быстро перемещаюсь, но и усиливаю урон от своих умений. В этом билде используются новые сущности с пекла 8. Поэтому, если ты играешь на уровне сервера и хочешь собрать себе такой билд, тебе сначала нужно собрать все эти сущности. Также под этот билд я слегка модифицировал набор своих легендарных камней, чтобы этот билд работал максимально эффективно. И, друзья, с вами Вас2232, и сегодня мы подробно разберемся во всех деталях этого билда, а также протестируем его в авангарде. Ну и как всегда, в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. И, друзья, как всегда, мы начнем с умений, и в этом билде у нас используется ловушка с кинжалами, у нас используется дымовая завеса, у нас используется шакрам, и все эти три умения используют автоатаку. Ну и в качестве рывков мы используем маятник смерти. Основная атака нам здесь практически не важна, но я назначил выстрел из арбалета. Теперь, друзья, давайте разберемся с сущностями, и посмотреть их очень быстро можно вот здесь. Как вы видите, я использую на шлеме и на плечах маятник смерти. На корпусе я использую дымовую завесу, а также на двух стойках оружия. Ну и на штанах я использую ловушку с кинжалами на автоатаке. Вращающийся шакрам у нас на одной стойке оружия. Ну и там, к сожалению, не хватает одной сущности. У нас вот эта стойка оружия остается без сушки, поэтому я назначил здесь основную атаку. И давайте теперь подробно разберемся во всех этих сущностях с заминой. И для этого мы быстренько перейдем к замине и посмотрим все наши сущности. И, друзья, основа этого билда — это наши рывки. Нам нужна максимальная скорость и рывок на максимальную дальность. Поэтому мы используем новую сущность с пекла 8 — проворный соперник. Маятник смерти теперь запускает в указанном направлении крюк, который вонзается в землю и притягивает вас, нанося урон противникам на своем пути. Во время притягивания вы получаете невосприимчивость к отбрасыванию и эффектам контроля. Ну и когда мы совершаем рывок, у нас увеличивается скорость. Это сущность с пекла 8, также, по-моему, подъем хавры. Маятник смерти теперь также повышает вашу скорость передвижения на 30%, на 4,8 секунды. Это практически 5 секунд. Что касается дымовой завесы, то мы используем 3 сущности на корпусе и на 2 стоечках оружия. На корпусе у нас как раз используется сущность с пекла 8, это дымные нити. Дымовая завеса теперь усиливает вас, после чего вы запускаете гранаты в ближайших противников во время передвижения. Умения с рывком запускают гранаты через меньшие интервалы времени. То есть каждый раз, когда мы совершаем рывок, мы запускаем чаще эти гранаты. Ну и на стойках оружия у нас ошеломляющая дуга. Дымовая завеса также повышает скорость атаки всей атаки, не только основной, но и всех умений. То есть вся скорость атаки повышается на 19% на 3 секунды. Ну и на второй стойке сокращает время восстановления дымовой завесы на 18,6%. А это значит, что у нас практически не будет, или, по-моему, вообще не будет кулдауна на дымовую завесу. Друзья, но вы еще видели шакрамчик, и он у нас использует сущность бесконечные запасы. Вращающийся шакрам теперь усиливает вас, после чего вы запускаете шакрамы в ближайших противников во время передвижения. И умения с рывком запускают шакрамы через меньшие интервалы времени.
В общем, это такое же, как и дымовая завеса, умение, которое бросает бомбы, только здесь вы бросаете шакрамы, которые после рывка еще и усиливаются, они запускают чаще эти шакрамы. Ну и на штанах у нас используется сущность «Гордость матроса». Это довольно старая сущность, насколько я помню. Она у нас используется для ловушки с кинжалами. Ловушка с кинжалами теперь создает тень сосредоточенности, которая следует за вами и выпускает в ближайших противников клинки. То есть это тоже сущность на автоатаку. И, к сожалению, друзья, я не нашел сущность на вторую стойку оружия, поэтому назначил урон от выстрела из арбалета увеличивается на 57%, когда вы применяете умение. А вы заметили, что у меня здесь только используется умение. Что у нас началось? Обряд изгнанников. Ну, это не относится к теме ролика, поэтому мы пропустим. В общем, друзья, здесь используются у нас только умения, и, соответственно, когда мы будем говорить с вами о легендарных камнях, нам нужно это учесть, что нам не нужны камни, которые бустуют нашу основную атаку. И, друзья, с сущностями мы с вами разобрались. Давайте теперь поговорим о ветке совершенствования. Ну и, конечно, для ветки совершенствования я использую предвестник, который бустуется у нас при умениях с рывком. И давайте разберемся со всеми бафами, которые дает эта ветка. Я использую быстрый шаг. Время восстановления умений с рывком сокращено на 10%. Иллюзорный шаг. Вы можете беспрепятственно проходить сквозь монстров. Это очень важно, когда ты, например, проходишь предел бездны или авангард, где скапливаются полчища монстров, и тебе просто нужно сквозь них пройти. Я использую дикий порыв. Вероятность критического удара повышена на 10% от вашей скорости передвижения. Ну и я использую, конечно же, резвость. После убийства монстра повышается скорость нашего передвижения на 3% на 5 секунд. То есть помимо того, что мы и так очень быстро перемещаемся, то по мере убийства монстров, что очень актуально, например, в авангарде или в пределе бездны, мы еще бустуем нашу скорость передвижения вплоть до 15%. А там у нас бустуется и вероятность критического удара. И вот последний баф, как раз смертоносный порыв. Бонус к вероятности критического удара от дикого порыва увеличивается с 10 до 20%. В общем, я максимально бустую критический урон, бустую скорость, ну и также у нас быстрее восстанавливаются умения с рывком. Что касается легендарного свойства, то здесь я использую жнец душ. Давайте почитаем, что оно значит. Это свойство на щит. Собирает души убитых врагов и дает вам щит, поглощающий урон в размере 10% от вашего максимального запаса здоровья. Это классное свойство, нам нужны в этом билде щиты, потому что, я чуть позже об этом скажу, в легендарных камнях я использую глаз берсерка, который помимо того, что повышает весь наш урон и вероятность критического удара, он также еще и повышает урон, который мы принимаем, по-моему, на 5%. В общем, друзья, вот такую вот я использую ветку совершенствования. Я считаю, что она идеально подходит к этому билду, и по сути это вот только вот эта часть в предвестнике. Поэтому скриньте и потом воспроизводите в своих билдах. Друзья, что же касается сетовых комплектов, давайте быстренько посмотрим, какие я использую. Я использую 4 предмета желания Витху и 4 предмета награды мрачного проводника. Давайте быстренько разберемся, что они нам дают. Ну, желание Витху у нас продлевает время действия положительных эффектов, а также повышает скорость атаки на 30%. А вот награда мрачного проводника — это мой любимый сетовый комплект в PvP, и он отлично работает в этом PvE билде на максимальную скорость. Он увеличивает наносимый урон на 15% на 3 секунды после использования умения с рывком. А вы увидите, что я здесь использую рывки практически постоянно. Это еще и бустует нашу скорость. Ну и самое главное, когда вы собираете 4 предмета награды мрачного проводника, вы еще и повышаете вероятность критического удара на 22,5% на 3 секунды после использования умения с рывком.
И, друзья, смотрите, у нас желание Витху, который продлевает время действия положительных эффектов. А давайте посмотрим в умениях, что нам дают наши умения. Если мы нажмем на ловушку с кинжалом, то мы видим, что мы здесь призываем существа. Если мы нажимаем на дымовую завесу, то у нас это умение дает урон и положительный как раз эффект. То есть мы продлеваем действие дымовой завесы. Также, если мы нажимаем на шакрамчик, у нас получается то же самое: урон и положительный эффект. Обязательно смотрите, чтобы у вас была синергия между зелеными предметами и эффектами, которые дают умения, которые вы используете. И, друзья, обычно мы потом говорим о комнате отряда. Давайте быстренько посмотрим, какую я использую комнату отряда. И, как всегда, я использую комнату отряда, которая дает нам повышенную вероятность блока на 5%. Это у меня здесь библиотека, но я в основном использую ее из-за реликтов, которые нашли участники нашего отряда. А именно вот этот вот крутейший реликт, который увеличивает ваш запас здоровья на 6,5%, а ваш размер на 15%. И когда мы увеличиваем размер нашего нефалемчика, мы еще увеличиваем и пропорционально скорость. Если посмотреть на нашу охотницу на демонов, то она такая довольно большая. И вот, кстати, я совершаю рывок и сразу начинаю нестись как сумасшедшая. А если нажму все наши умения по автоатаке, то вы видите, что они сразу же начинают атаковать. Тебе ничего не нужно делать, просто бегать и убивать монстров. Обязательно, друзья, стоит отметить еще и свойства проклятия, потому что здесь мы совершаем очень часто рывки. Поэтому я очень рекомендую использовать именно терзание 6 предметов. Ну, по максимуму, чтобы получить минимальный КД. Кулдаун. Да, когда вы применяете умение с рывком, за вами тянется след из жгучего огня. Пламя горит в течение 3 секунд и наносит периодичку. И срабатывает все это, когда мы надеваем 6 предметов раз в 9 секунд. И, друзья, свойство проклятия — это очень крутое свойство, которое также нужно прокачивать на своем герое и накладывать его на предметы с нашей экипировкой, на проклятые предметы экипировкой. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то обязательно посмотрите этот ролик, где я сделал подробный гайд по проклятым предметам экипировки. Я там все понятным языком объясняю, но самое главное, что эти проклятые свойства теперь не дают никаких негативных эффектов. У нас только бафы, поэтому обязательно используем их в своих билдах. Ну и, друзья, наверное, самое интересное — это аффиксы моей перековки для этого билда. И, как я уже сказал, я не использую здесь основную атаку. Поэтому давайте подробно посмотрим, какие аффиксы используются на моей экипировке. И я, друзья, использую здесь PvE. Я честно признаю, что перед этим роликом я немножечко подшаманил. Где-то основную атаку заменил на умение, где она у меня не была выбрана. Этот билд у нас использует только умения, поэтому основной упор должен быть на умение. И вы видите, что, к сожалению, у меня здесь есть один аффикс, который увеличивает урон от основных атак. Он у меня на практически всех предметах, но я не стал его перековывать, потому что у меня всего 2 комплекта, видите, PvP и PvE. В PvP там идет урон по игрокам, а в PvE именно по монстрам. Я не стал его менять, потому что я использую этот комплект еще и для своего супердамажного билда. Например, когда хожу на боссов, в рейды, или когда нужно пройти подземелье, где нужна максимальная, где нужен максимальный урон. В общем, если перечислить все аффиксы, которые я использую для этого билда, то помимо увеличивает урон от основных атак, который, в общем-то, не работает в этом билде, у меня еще увеличивается урон от всех умений, увеличивается критический урон, увеличивается время действия положительных эффектов и скорость атаки. Это уже все работает на этот билд. И, друзья, я специально перед роликом посчитал, и у меня получилось, что действие положительных эффектов со всех предметов, со всех аффиксов у меня увеличивается на 17,5%, на 12% увеличивается урон от умений, если все это сложить, на 13,5% увеличивается скорость атаки, на 13,5% увеличивается критический урон и на 22% увеличивается урон от основных атак. Но этот аффикс, к сожалению, в этом билде
практически не работает, потому что каждый раз, когда мы активируем основную атаку, мы замедляемся. В общем, такие у меня аффиксы. Конечно, их можно немножечко еще улучшить, но для этого, как вы знаете, нужны камни перековки и желательно побольше, нужно больше играть в PvP. И, друзья, наверное, самое интересное, о чем стоит отметить, кроме, конечно же, легендарных самоцветов, которые у нас будут чуть-чуть попозже, это фамильяры. И тут очень интересный момент, что до записи этого ролика я в основном использовал своего затерявшегося в буре, который дает мне спаситель. Это мой фамильярчик на все случаи жизни. В основном я его, конечно же, использую в PvP, потому что у него есть спаситель. Но у него также есть и вот это вот легендарное свойство травля. Это свойство травля, оно дает, давайте посмотрим, увеличивает урон от умений на 30%, но в бою с игроками. Поэтому этот фамильярчик у нас не работает в PvE. Он не увеличивает урон от умений в PvE. И я серьезно бустанул билд, когда начал использовать котика. Давайте посмотрим, какие свойства у него. И у него есть очень классное свойство, я где-то здесь выписывал, которое дает 12% буст урона от умений. Это бритвенные когти. Видите, увеличивает урон от умений на 12,5%. Мы бустуем весь наш урон от умений. Также он накладывает периодичку. Умения с вероятностью 28,8% поджигают противников. Где-то это свойство здесь было. Давайте быстренько его найдем. Оно называется возгорание. Теперь умения с вероятностью 28,8% поджигают противников на 3 секунды. И это очень интересно, потому что изначально я использовал в легендарных камнях, немножко забегая вперед, хватку боли, которая увеличивает урон по тем монстрам, на которых действует периодичка, но все равно это работает хуже, чем камень глаз берсерка. Об этом поговорим чуть позже. Ну и третье классное свойство этого фамильяра, который бустует реально билд, это урон от умений, если в радиусе 3 метров нет никого, еще увеличивается на... У меня сколько здесь написано? 18,8%. Это у нас забрасывание. Увеличивает урон от умений на 18,8%, когда в радиусе 3 метров от игрока нет противников. Короче, друзья, этот фамильярчик реально PvE-шный, если ты в основном используешь умения. И мы как раз в этом билде в основном используем умения. И смотрите, мы на 12% повышаем урон за счет бритвенных когтей, еще на 18,8%, когда вокруг никого нет, ну еще накидываем периодичку с вероятностью, с каждым третьим фактически выстрелом. Она еще бустуется там скорость атаки. Мы сейчас посмотрим, какая она у нас будет, когда мы будем тестировать билд в авангарде. Короче, реально топчик. И, друзья, наверное, самое интересное, это какой набор легендарных камней я использую в этом билде. И здесь довольно интересно. Я поменял набор легендарных камней, потому что я в этом билде совершенно не использую основную атаку. А в моем домашнем PvE билде есть камень, который работает только с основной атакой. Это вместилище мглы. В общем, я заменил этот камень на колодец энтропии. И давайте посмотрим, какие он дает нам свойства. Увеличивает урон от умений на 18% и увеличивает скорость атаки умений на 4%. И что самое интересное, что это свойство работает постоянно. То есть не раз в 6 секунд, да, и увеличивается там в зависимости от того, какой ты сетовый комплект используешь. Оно работает постоянно. Постоянно у нас на 18% увеличенный урон от умений. И смотрите, я также использую здесь череп скорби. Также я использую здесь колоссальную машину, которая тоже бустует наши умения. Я прокачал ее до 4 уровня, и сейчас она дает буст 27%. Более того, эта колоссальная машина, если активируется она при положительном эффекте, она еще и увеличивает размер и дальность этих умений. То есть это вообще must-have камень для такого билда. Ну, конечно же, это наш окровавленный нефритик. Если вы не смотрели, я недавно делал ролик по
моему испытанию удачи. Я потратил 100 глифов и пробежал 10 порталов, друзья, и мне там так фартануло. На последнем 10-м забеге мне выпало 2 пятизвездных камня, и угадайте, какой был один из пятизвездных камней. Это был 5 из 5 окровавленный нефрит. И это было что-то. В общем, я до сих пор отхожу от этого, но самое главное, что этот окровавленный нефрит, он может продаваться на рынке. То есть я использовал вечный легендарный глиф. Друзья, если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите, но там небольшой дисклеймер, там есть 2 или 3 матных слова, поэтому если вы чувствительны к таким вещам, то будьте осторожны. Ну, если идти дальше, то у нас, конечно же, нужно увеличивать вероятность критического удара по максимуму. И я использую здесь бурлящий исход и плач матери. Они бустуют нашу вероятность критического удара, чтобы мы постоянно били критами, друзья. И если мы посмотрим, какие я еще здесь камни использую. Ну вот, кстати, почему здесь используется хватка боли? Наверное, я не поменял это перед записью этого ролика. Давайте посмотрим. Давайте быстренько посмотрим, что с нашим глазиком. Все ясно. Я выкачал из него всю силу самоцвета. Я знаю, почему я это сделал. Дело в том, что я думал записать этот ролик перед битвой теней. А в битве теней я использую свой PvP-билд, и там используется камень, из которого я выкачал всю силу, чтобы накачать этот глазик берсека. И, в общем, я сделал эту манипуляцию, потому что у меня сейчас не очень много силы самоцветов. Но давайте быстро сейчас перекачаем нашу силушку, чтобы быстренько построить правильный билд. И, кстати, это очень интересная тема. Я по этому поводу делал специально ролик о том, как выкачивать силу самоцвета из одного камня и использовать ее для прокачки в другом камне. Это новая система резонанса в Diablo Immortal. Если вы не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Он очень интересный и познавательный. Сейчас ссылочка на него появится в правом верхнем углу. Ну что, давайте быстренько сделаем все эти манипуляции и накачаем наш глазик силой. Выкачаем мы его вот отсюда. Вот видите, я оковы трепета накачивал. Да, критические удары выводят противников из строя, не позволяя им использовать умения с рывками. Это совершенно бесполезный камень в PvE. Он используется только в PvP. И я, кстати, описывал этот PvP-билд. Он сейчас тоже появится на экране. Друзья, на всякий случай, если YouTube не позволит мне вставить ссылочки, то все материалы, которые упомянуты в этом видео, они будут в описании к этому ролику. Ну, давайте быстренько передаем силу. Это делается так. Нажимаете «Передача силы самоцветов», выбираете камешек, из которого вы хотите выкачать силу. Он должен быть 2-го уровня или выше. Нажимаем «Извлечение» и быстренько извлекаем из него 196 силы самоцвета. Ну вот, у нас теперь есть много силы самоцветов, и давайте теперь насытим силой наш глаз берсека. Насыщение силой. Выбираем силу самоцветов, которую мы только что выкачали, нажимаем ОК, и наш глазик берсека насыщается силой. И давайте посмотрим, какое свойство он дает. Он увеличивает весь наносимый нами урон на 16% и повышает вероятность критического удара на 2%, но при этом самое неприятное негативное свойство, что он увеличивает весь получаемый нами урон на 5%. Но помните, что я выбрал комнату отряда, которая дает нам 5% блок, поэтому здесь идет такая небольшая компенсация. Ну, друзья, вернемся к набору камней, и вы видите, что изначально на билде я на самом деле использовал хватку боли, которая работает только с периодичкой. Но если мы посмотрим, то здесь баф, буст от этой хватки боли только 16%. И она будет работать только когда мы наносим периодичку. Ну, то есть не всегда. Мы не всегда наносим периодичку. У меня периодичка наносится с бурлящего исхода, вот с этого вот камешка. Ну, и еще она наносится с фамильярчика, да, вот с его свойства, которое мы чуть ранее обсуждали. Поэтому мы спокойно можем эти 16% сделать постоянными, просто на 16% сильнее дамажить и заменить этот камешек на глаз берсека. Давайте это быстренько и сделаем. Это сделать можно не только с Эриал, но прямо
из нашего инвентаря. Как это делается? Просто мы нажимаем на камень, нажимаем вот эту стрелочку, нажимаем «Инкрустировать», и мы снимаем... мы просто берем, выбираем наш глазик берсерка и заменить. И смотрите, друзья, у меня, конечно, уменьшился резонанс, но на самом деле резонанс — это не самое важное. Я думаю, что это важно понимать, что резонанс — это не самое важное. Самое важное — это синергия всех умений, которые вы используете. Это дает максимальный урон в игре. Ну, друзья, давайте не отвлекаться. В общем, смотрите, у меня здесь используется глаз берсерка. И, конечно же, у меня используется классный камень, который я использовал еще и в PvP. Это камень на критические удары. Так как мы очень часто критуем за счет 2 камешков, бурлящего исхода и плача матери. Более того, мы используем сетовый комплект награда мрачного проводника, когда мы прыгаем. Да, мы совершаем рывок, мы повышаем вероятность критического удара. Плюс у меня есть еще, по-моему, 15-16% саффиксов. В общем, у нас очень часто вероятность критического удара. И каждый раз мы разбиваем броню таким противником, где мы критуем, и мы наносим им еще 20% больше урона. Видите здесь? Ну и также наша вероятность критического удара по таким противникам повышается еще на 2%. В общем, друзья, смотрите, какой у меня набор камней, что вы по этому поводу думаете, но на самом деле здесь не очень большой выбор, я недолго играю, всего 2 года, и у меня не очень большой набор камней. Вы видите, что у меня в максимуме, в топе, резонанс примерно 2500, и мой набор камней, он достаточно ограничен. Поэтому я могу ограниченное количество силы самоцветов из одних в другие выкачивать, чтобы собирать классные билды. Но, тем не менее, я считаю, что этот набор камней в очень классной синергии с тем билдом, который я описываю, потому что он заточен на умение и классно работает. И сейчас я это продемонстрирую. Но перед этим давайте быстренько посмотрим на мои характеристики в этом билде. Вы видите, у меня боевой рейтинг 51 752. Мои статические характеристики, ух ты, ничего себе, пробиванием брони уже под 5000. Но это потому, что я сейчас один синий камешек там проапгрейдил, да, накопил, наконец, сапфирчиков. И самое главное, что мы здесь смотрим, это, конечно, базовая наша вероятность критического удара с наших аффиксов. Это 16%. Это не густо, я вам честно скажу. Но используя 2 камня и наш сетовый комплект награду мрачного проводника, мы ее существенно бустуем. Ну и также базовая скорость атаки, видите, у нас 20%. И, что интересно, скорость передвижения 14%. А почему она 14%? Потому что я забыл вам сказать еще об одной настройке. И эта настройка как раз стойка, которую мы используем. И в этом, друзья, билде нужно использовать только стойку скорости. Давайте сразу же ее и переключим. Нажимаем, нам нужна только стойка скорости. Почему? Почему нам нужна только стойка скорости? Потому что, друзья, мы здесь не используем основную атаку, а стойка у нас точности активируется только для основных атак. Поэтому нам нужна только максимальная скорость передвижения. Но, к сожалению, она не суммируется полностью. Кстати, по этому поводу, по скорости атаки, есть классный ролик у одного из блогеров по Diablo Immortal, тоже на телефон снимает. По-моему, его зовут как клан Феникс. Да? И вот, в общем, здесь скорость передвижения у нас всего 20%. Но, друзья, этого достаточно. В общем, мы сейчас протестируем этот билд в Эребане. Готовьтесь. Но перед тем, как мы побежим в Эребан, вот смотрите, как это работает. Я сейчас бегаю со скоростью 20%, я совершаю рывок, и я сразу же ускоряюсь. Угадайте, насколько. Вот я совершил рывок. Во-первых, я сразу же смотрю, у меня, видите, у меня увеличилась вероятность критического удара. Это за счет нашей награды мрачного проводника.
Также у нас увеличилась скорость атаки, но самое главное, у нас увеличилась скорость передвижения, она теперь 50%. И в общем в этом билде у тебя постоянно скорость 50%. Но что самое интересное, используя правильную комнату отряда, ты еще увеличиваешь в размере своего героя, и поэтому у тебя еще больше скорость. И это интересно, что даже на iPad, когда я играл в этот билд, то мне иногда я просто не успевал первое время за жестами, потому что слишком для охотника на демонов ты быстро бегаешь. В общем, друзья, давайте протестируем быстренько этот билд в авангарде и попробуем забрать, ну, не менее 60 сундуков. Заходим, друзья. Давайте входим и посмотрим. И, кстати, раньше я его бегал и не так много убивал монстров, но с этим билдом я буду бегать и убивать их. В общем, наша задача здесь, друзья... Что наша задача делать? Наша задача здесь ставить ловушечки и прыгать, вот, увеличивая нашу скорость передвижения. Что-то я как-то не очень начал, как вы видите. И постоянно реактивировать наши умения. Мы бегаем и постоянно стреляем, поэтому у нас... Ну, это, кстати, не очень крутая локация, да. Там есть крутая локация, когда как бы 3 двери, в разные стороны бежишь и можешь собрать больше 80 сундуков. И тут я еще не использую взгляд тени. Вы видите, что я всех этих монстриков убиваю, они все ложатся от моей автоатаки. В общем, все это очень быстро делается. Если какой-то сундук вы вдруг пропустили, то не переживайте, ничего страшного. В общем, у нас всегда должны быть 3... Блин, да что-то пропускаю один. Всегда должны быть 3 умения активированы. Против монстров мы легко проходим, потому что у нас выбрана такая ветка совершенствования. И вы заметили, что довольно быстро все это происходит. Вот. Быстренько набираем сундучки. Сколько уже? 4 штучки мы набрали. Осталось совсем чуть-чуть, до 60. Это когда надо будет выбегать, чтобы забрать наши причитающиеся 8 самоцветиков за 3 минуты. И что интересно, вот этот маятник смерти, у него 3 заряда. Ну, это вообще очень круто, потому что у отрыва, например, 2 заряда, и на 3-й тебе нужна отдельная сушка, а здесь 3 заряда. Вот, это мне тоже очень нравится в этой сущности, что именно 3 штуки. Ну и вы видите, что у меня 60 секунд осталось, а я уже практически, да... набрал 60 сундуков. Я набрал уже 60 сундуков, друзья. Мы сможем даже и побольше набрать. Охренеть. В общем, очень быстрый билд. Просто билд огонь, я бы сказал. Более того, он постоянно автоатакой дамажит, и это тоже мне очень нравится. Я в Эребане такого количества монстров никогда, друзья, не убивал. А сейчас вот начал убивать. И сколько у нас там уже? 73. Ой, кто это побежал-то? Это что за шакрам? Вы видели? Это в кого летит шакрам-то? Охренеть! Кто этот шакрам-то запустил? Или это какое-то умение у меня супер крутое? Ё-моё! Охренеть! Так, ну чё, сколько у нас там осталось? Секунд 13, да? Мы успеем. 1, 2, 3, 4. А куда я побежал? 5, 6. Вот 80 сундуков, друзья. Ну ладно, давайте выбегаем. Я, к сожалению, слишком далеко. Мне придется сквозь эту дверь зайти. Успею, я успею. Да, вот здесь нужно подлечиться немножко. Ну, надеюсь, мы нормально выбежим. Я не взял основной сундук, но никаких шансов у меня его взять уже нет. Там вот это зло, которое с ним сражаться, вообще никаких вариантов, друзья. Убегайте от него, даже не сражайтесь, он вас положит. И давайте посмотрим, что у нас сейчас будет. Я потратил 3.26, ну, потому что я не 60 взял, а 80. Если я бы побежал после 60 сундуков, да, то я бы тогда 3.06 там у меня было. Ну, и я забрал здесь вот наши
Как вас прокрутить? Ну, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 самоцветиков и аж 2 вот этой сущности бездны. Вот она еще вот здесь вот. Раз сущность бездны и 2. Как ее прокрутить, блин? Ну, не знаю, вот она что-то не прокручивается. Короче, друзья, этот билд очень круто работает как в авангарде, так и в пределе бездны, который вы видели в самом начале ролика. Я там, по-моему, 1500 очков набрал, не особо напрягаясь, но можно и больше. Там нужна просто определенная тактика, как построить маршрут и бегать. Супер классный билд. Если вы играете за охотника на демонов, то обязательно соберите этот билд на сущностях Пекла 8. Что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете о моем наборе камней и как его еще бустануть на том уровне, на котором нахожусь я? Это вот резонанс. У меня здесь очень маленький резонанс, потому что я использую 2 камня однозвездных. Вы видите, да, колодец энтропии и глаз берсерка. Что можно изменить? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень приятно увидеть ваше конструктивное мнение. Ну и если этот ролик вам понравился, то обязательно поставьте ему лайк. Если еще не подписаны, то подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующем ролике.